Дорогие друзья, я хочу вам представить в рамках нашего проекта Гештальт ТВ небольшой кусочек лекции Левина, посвященной гештальт-терапии, в рамках семинара, который прошел в Риге по диалоговой модели в гештальт-терапии. Пожалуйста, надеюсь, вам будет интересно. Just starting this part of the day, this part of the morning, I would like to do a piece of work. So you can see and laugh and have fun and learn, I hope, and argue and debate, and we can discuss. Для того, чтобы начать эту часть утра, я хотел бы представить часть работы, работу сделать, для того, чтобы вы могли потом обсуждать, учиться, обсуждать, смеяться, злиться, в общем, диалогировать. Yes. Yes? Okay. So by way of starting, let me just say some very broad comments about Gestalt therapy and where dialogue fits in. Okay? Но прежде чем мы начнем, я хотел бы дать один широкий комментарий насчет того, где в гештальт-терапии находится диалог. For me, Gestalt therapy rests on three basic ideas, or three pillars. Для меня гештальт-терапия основывается на трех основных идеях или трех столпах. The first one we call field theory. Первую мы называем теория поля. What Jean-Marie Robin calls the situation. То, что Жан-Мари Робен называет ситуацией или положением. Where the second area is phenomenology. Второе – это феноменология. Okay. And the third area is dialogue. И третье – это диалог. So what I'm saying about that is that any therapy that has field theory, phenomenology, and dialogue as essential components of the work. И я хочу сказать, что теория поля, феноменология и диалог – это главные составляющие работы психотерапии. Any therapy with these three aspects, I call Gestalt therapy. И любая терапия, которая производится на основе этих трех аспектов, я ее называю гештальт-терапией. I don't mind what you want to call it, but I call it Gestalt therapy. Я не знаю, как вы это назовете, но я это называю гештальт-терапией. Any therapy that does not or lacks one or more of those elements. Любая терапия, в которой нету одного из этих элементов или двух, does not fit into my idea of Gestalt therapy. Не вмещается в мою идею гештальт-терапии. It may be very good therapy. I'm not saying it's not good therapy, but it's not Gestalt therapy. Это может быть хорошая терапия, я не говорю, что она обязательно должна быть плохая, но это не гештальт-терапия. So for me it's important to understand how field theory, phenomenology and dialogue work to support the therapeutic relationship together. Для меня важно, как теория поля, феноменология и диалог поддерживают отношения психотерапевтические. Okay. Very briefly, phenomenology has got three parts. Очень кратко, феноменология содержит три части. For those who are new and perhaps not familiar with it, it's bracketing. Если вы не знакомы с этим, это ставление в скобки. Which means you try to exclude any noise that you bring to the situation, anything that's got nothing to do with the situation that you're coming to in the therapy with your client. That you're trying to exclude. Exclude all the noise. Это то, что вы стараетесь исключить любой не относящийся к ситуации шум из отношений. The fight with your partner this morning,
the bad lunch you had just before, the whatever it is that you're bringing to try to bracket that out. Ссора с вашим партнером с утра, дурацкий обед, любая какая-то неприятная вещь, вы ее оставляете за скобками. Of course, it's impossible to do this perfectly. Конечно же, невозможно это делать идеально. But at the very least, to be aware of what noise you're bringing into the situation, even if you can't bracket it out, to be aware that you're bringing it in. Но крайне важно осознавать, что из этого внешнего шума вы привносите в ваши терапевтические отношения. Если вы не можете выкинуть это, то вам важно осознавать, что именно из того вы сюда вот притащили. So that's what they call in the Husserlian language the epoche, the bracketing. Это называется эпохи. The next part of phenomenology is description. Вторая часть феноменологии – это описание. We try to describe what you see and what you hear. Мы стараемся описать то, что вы видите и слышите. Describe, not interpret. Описать, а не интерпретировать. If you see wetness in your client's eyes, you see wetness. Если вы видите, что глаза клиента увлажнились, вы просто видите, что глаза клиента Maybe увлажнились. you can call them tears. Может быть, вы можете это назвать слезами. But whether they're tears of joy or sadness or whatever, you don't know until the client tells you. Но что это за слезы, слезы грусти, печали или радости, вы не можете этого знать, пока клиент вам это не So as much as possible, you stick with description. What do you actually see? What do you actually hear? Not what are you imagining? What are you interpreting? Настолько, насколько возможно, оставайтесь в моменте описания, не интерпретируйте. Many people find this extremely difficult to learn, but it's really important. И для очень многих очень трудно этому научиться, но это очень важно. The difference between interpretation and description. Научиться вот этому различию между интерпретацией и описанием. The last aspect of phenomenology that we normally usually focus on is called horizontalization in English. И последний аспект феноменологии мы на английском называем горизонтализация. What that means, basically in simple language, На простом языке это означает, is that everything, at least at the beginning, when you're starting, everything that happens that's going on in that room is potentially important. Everything has the same value. Это означает, что все, что происходит в этом пространстве с самого начала, является одинаково важным. У всего, что происходит, одна и та же ценность. You don't exclude anything beforehand. As well, that's not important. What the client really means is that. Вы ничего не исключаете. Вы ни в коем случае не говорите, ну вот это не важно, клиент на самом деле думает вот это, и вот это важно. For example, I forget your name. Can you tell me your name again? Например, как твое имя? Yeah. Dace. Dace says, I'm waiting for a miracle. Dace говорит, я жду чуда. So everybody wonders, what kind of miracle is this? И всем интересно, что это за чудо такое. Gestalt-terapia is a process therapy. Гештальт-терапия – это терапия процесса. So what I'm wondering about is her waiting. И мне интересно ее ожидание. Not the miracle. Не само чудо. The miracle is already happening and she's still waiting. Чудо уже происходит, она все до сих пор ждет. So the waiting
is the interruption. Так что ожидание – это разрыв, прерывание. So don't exclude anything beforehand. Не исключайте ничего. Okay? And that is called horizontalization. И это называется горизонтализация. Okay. Now we come to dialogue. I mean, did you understand what I'm saying about that other thing? Вы поняли, что я сказала об этих вещах? Dialogue. Okay. Тогда диалог. There are three elements to dialogue. Есть в диалоге три элемента. The first one we call a commitment to the dialogical relationship. И первый называется верность или включенность в диалогические отношения. What that means Или обязательства диалогического отношения. И это значит, what that means essentially is that at that point in time when I am working with that client, or you are working with your client, there is nothing else that is more important. Nothing else that is more important than your relationship with that client. и это означает то, что когда я работаю с клиентом, нет ничего более важного, чем вот это общение с клиентом. Everything else in your life is secondary. Все остальное в вашей жизни вторично. That's what I mean when I understand what I understand by a commitment to the relationship. Это то, что я подразумеваю под вот этой верностью или включенностью в диалогическое отношение. At least for that time that that client is with me, I am committed entirely, fully and completely to that relationship that I have with that client. Пока этот клиент здесь, я полностью и абсолютно верен вот этим отношениям, включен в них. The second element of dialogue we call inclusion. Второй элемент мы называем включенностью. Now inclusion is something similar to, but not the same, as empathy. Включенность – это нечто близкое к, но не совсем то же самое, что и эмпатия. With empathy, you're trying to put yourself figuratively into the other person's shoes. Потому что в эмпатии вы стараетесь фигурально поместить себя на место этого человека, стать этим человеком. What would it be like to identify with him, to be that person? I'm trying to feel myself in his shoes. Как это было бы быть вот этим человеком? Я пытаюсь поставить себя на место этого человека. With inclusion, what I am trying to do is clarify and identify what the client is experiencing, but without giving up my own ground that I stand on. Во включенности я стараюсь прояснить, выяснить, обозначить, что происходит с клиентом, но при этом я не теряю собственную почву под ногами. If you like, I keep my shoes on. Да, придется перевести это выражение. Если хотите, то я остаюсь в своей обуви здесь. I'm not trying to get into his shoes or her shoes. Я не стараюсь в его или в ее обувь обуться. But I'm actively attempting to imagine the real for the client. Но я стараюсь понять, вообразить, что является настоящим для клиента, реальным. It is simply not possible to be in the client's shoes. Просто невозможно быть в шкуре клиента.
We can only be in our own. That's pretty straightforward for me. Мы можем только в своей собственной шкуре находиться, и это для меня абсолютно ясно и, в общем, не обсуждается. So it takes a special effort to know where you stand and to try to imagine how the client stands over there in relation to me. И это такое особенное усилие понимать, знать, осознавать, где я стою и где стоит клиент в этих отношениях со мной. Okay. So that's what I'm calling inclusion. Это я называю включенностью. The last element of dialogue is called presence. Последний элемент Therapist's presence, your presence. называется присутствие терапевта, это ваше присутствие. And for me, your presence includes the idea of experiment in Gestalt therapy. И для меня присутствие включает идею эксперимента или переживания в гештальт-терапии. What you bring to the situation as a therapist То, что вы привносите в ситуацию как терапевт, affects the situation. влияет на ситуацию. Already the relationship is an experiment. Эти отношения уже являются неким переживанием или экспериментом. Without having to find additional tools and trappings to create an experiment. It's already there present. Даже без использования каких-то специальных техник, инструментов для проведения эксперимента, эксперимент уже происходит. And we call that a safe emergency. We experiment in the safe emergency of the therapeutic situation. Мы называем это безопасной срочностью, безопасной срочной ситуацией в психотерапии. Я пока не могу подобрать слово. Кто-нибудь, у кого-нибудь есть идея, как можно safe emergency вот так красиво сказать? Safe emergency is like a contradiction, paradox, but therapy is like a safe emergency. Safe. Droša emergency. Drošs pārsteigums. Jā. В общем, надежная экстремальная ситуация. Вот если дословно, то надежная экстремальная ситуация. Это парадокс, потому что, это, в общем-то, несовместимые вещи. The way I see it is that living your life fully and completely is, in some ways, always an experiment. И как я это вижу, если вы живете свою жизнь полностью, во всей полноте проживаете, то это уже эксперимент. You don't know what will happen, except death. Вы не знаете, что произойдет, единственное, вы знаете, что вы умрете. But if you're open to the possibilities of what is coming towards you, the invitation of the world, но если вы открыты к тем ситуациям, которые идут к вам, к тем вызовам или приглашениям, которые делает мир, then you're open to the spontaneous growth that you can move towards those others, the difference that the other represents for you. Тогда это возможность такого спонтанного роста, принять то, что другие вам предлагают. For that you need to have your presence. You need to be aware of what are you bringing to the situation. И для этого надо быть присутствующим, для этого надо осознавать, что вы привносите в ситуацию. I'll talk more about it later, I think. Я про это позже еще поговорю, наверное. Возможно, это станет более понятно. But is that background just as a
preliminary background. Is that okay? You got that? Are there questions, arguments, Как вам debate? это, как